Ракеты «Кинжал» и российские МиГи у границ Европы. Москва подняла авиацию. Для чего? Удар по Верховной Раде. Цель – ликвидация всех депутатов для недееспособности Украины. Срочное заявление из Киева. Новый уровень войны. Предупреждение от Путина для стран Запада. О чем речь? Авиация НАТО вновь взлетела по тревоге. F-16 перехватывают беспилотник, но уже не в Польше, а в другой стране Североатлантического альянса. Заявление вооруженных сил. Депортация в Беларусь и лишение гражданства. Именно так в Украине предлагают бороться с мобилизованными, которые бежали из воинской части. Детали. Труба трубе 3.0. Z-блогеры заявляют, что в сеть слиты видео, которые помогли ВСУ нанести удар по армии РФ, входившей в Купянск по газопроводу. Откровенное интервью в ЕС признали, что дешевле остановить Россию в Украине, чем встречать российские танки у ворот Европейского Союза. В Брюсселе рассказали, почему РФ удалось далеко зайти. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. За самовольное оставление части, лишать гражданства и отправлять в Беларусь. Украинский военный Александр Матяш предлагает жестче наказывать мобилизованных украинцев, которые сбегают из воинских частей. Однако, по его словам, нельзя всех стричь под одну гребенку. Также офицер считает, что 60% мобилизованных – это люди, которые еще не определились, то есть не понимают, хотят они воевать или нет. Поэтому первоочередная задача ВСУ – перенастроить их. Если человек сбежал из учебного центра, он отрицает то, что готов защищать свою страну. Этот человек не является гражданином Украины. Минус карточки, минус гражданство. Пусть едет в Беларусь. Даже можно под границу, к кордону вывести, пусть сам переходит. Я бы такую команду дал. И второе. Если человек ушел с линии боевого соприкосновения или из боевой бригады, имея определенный боевой опыт и какой-то бэкграунд, то есть год, 2-3 года, нужно тщательно разбираться. Во-первых, это может быть обычная человеческая усталость. Напомню, в начале сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части при условии дальнейшего прохождения службы. По данным украинской генпрокуратуры, с 2022 года заведено более 250 тысяч дел за самовольное оставление места службы и дезертирство. Труба уничтожена. Украинский генштаб заявляет, что подземных путей, по которым российские войска прорывались в Купянск Харьковской области, а спецоперацию уже назвали «Труба 3.0», на данный момент не существует. В официальном сообщении говорится также, что часть российских военных взята в плен. 3 нитки из 4 уже повреждены и затоплены. Выход из 4 находится под контролем сил обороны. В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города поисково-ударные действия. При этом Z-блогеры пишут и намекают на то, что провал спецоперации произошел по вине самих россиян. Кто-то слил в сеть видео прохода военных по трубам и пытался запутать украинцев. Мол, события происходят на Покровском направлении. Но эта стратегия не сработала. И, конечно же, на той стороне не поверили, что это Покровск, хотя мы и пробовали перевести стрелки. А сложив 2 плюс 2, вычислили все, что им надо было вычислить. Кстати, было бы неплохо департаменту военной контрразведки вычислить источник появления второго видео. И все это, к сожалению, множит на ноль многомесячные усилия многих людей. Отмечу при этом, что украинские власти говорят, что ситуация контролируемая. С российской стороны также звучат мнения, что ситуация также находится под контролем, но под контролем РФ. Ракеты «Кинжал» у границ стран Северной Европы. Истребители МиГ-31К вышли в небо над Баренцевым морем у берегов России и Норвегии. В Москве заявляют, что этот маневр прошел в рамках учений «Запад-2025» для того, чтобы отработать удары, внимание, по критически важным объектам условного противника. 2 истребителя провели в воздухе около 4 часов. Летчики дальней авиации разыграли эпизод нанесения авиационного удара по условному противнику с целью нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов. «Кинжал» — это гиперзвуковой аэробаллистический комплекс, способный нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Россия уже применяла «Кинжалы» в ходе войны против Украины. В Украине при этом заявляли, что воздушные силы Украины научились сбивать эти ракеты с помощью ЗРК «Патриот».
Поляки берут оружие в руки и массово идут на военные учения. С начала этого года более 20 тысяч поляков записались на добровольные военные сборы. В Центральном военном рекрутинговом центре Польши уверены, что к концу 2025-го около 40 тысяч добровольцев пройдут обучение военному делу. А это рекорд, ведь в 2022 году добровольцев было в 2,5 раза меньше. Новички тренируются вместе с профессиональными солдатами, но не включаются в регулярные подразделения, если не поступят на официальную службу. Авиация НАТО вновь была поднята по тревоге и перехватила дрон в воздушном пространстве уже не Польши, а другой страны-члена Североатлантического альянса. Румыния заявляет, что беспилотник нарушил ее воздушные границы в субботу 13 сентября. По тревоге были подняты истребители F-16. Что было дальше, предлагаю послушать. Это цитата с официального сайта Минобороны Румынии. В 18 часов 23 минуты самолеты F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве и сопровождали его до района примерно в 20 километров к юго-западу от Килиявеки, где он исчез с радаров. Беспилотник не пролетал над жилыми районами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Сигнал воздушной тревоги на этот раз прозвучал и для поляков. Польша закрыла один из аэропортов недалеко от украинской границы. Также привела в повышенную готовность средства ПВО, уверяют в Варшаве. Заявлялось, что все эти действия носили превентивный характер. Операции польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности. Для поляков при этом было опубликовано уже официальное предупреждение. Такого не было в прошлый раз. Польша заявила об угрозе воздушного нападения, пишет правительственный Центр безопасности. Угроза воздушного нападения. Соблюдайте особую осторожность. Следуйте указаниям служб. Ожидайте дальнейших сообщений. В связи с ситуацией в Румынии и Польше заявление опубликовал Зеленский. Он заявил, что дрон залетел вглубь Румынии на 10 километров и находился там около 50 минут. Зеленский считает, что Россия точно понимает, куда направлены ее дроны, и эти залеты не случайны. К тому же в Киеве заявили, что по предварительной информации БПЛА залетали еще и в Украину через воздушную границу Беларуси. Зеленский также считает, что все эти события – это предупреждение Путина для стран Запада. Все видят, что война России против Украины – это война Путина. Все видят, что российские дроны против Польши – это тоже война Путина. И это предупреждение не только для поляков, но и для всех в Европе. Российские дроны могут преодолевать гораздо большие расстояния. Это уже очень долгая война России, ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а значит, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые приносят Путину деньги. Отмечу, что в России накануне вечером на сообщения румынского Минобороны и польских вооруженных сил, а также заявления Зеленского, не реагировали и не комментировали. При этом в НАТО обеспокоены тем, что Трамп никак серьезно не реагирует на события в Польше. Рейтер со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Иво Даллера пишет, что Трамп не считает безопасность Европы фундаментальной для безопасности Америки. Многие члены Альянса уже сомневаются в готовности Трампа защищать их в случае реальной российской атаки. Сдержанная реакция Трампа была воспринята как еще один пример его политики «Америка прежде всего», побуждающий европейских союзников брать на себя больше ответственности за свою безопасность и нести расходы на помощь Украине в защите от России. Кроме того, существует мнение, что Трамп также пытается избежать конфликта с Путиным. Сам же Трамп накануне резко обратился к странам НАТО и заявил, что готов нанести санкционный удар по России, но этот удар должен быть коллективным. Он раскритиковал европейцев, которые покупают нефть у России, войну назвал нелепой и вновь повторил, что это война Байдена и Зеленского. Он также заявил, что война быстро завершится, если НАТО выполнит его условия. Это значительно ослабляет ваши переговорные позиции и возможности для торга с Россией. В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите, когда. Я считаю, что это, плюс введение НАТО, как группой, тарифов на Китай в размере от 50% до 100%, которые будут полностью сняты после окончания войны между Россией и Украиной, также значительно поможет в завершении этой смертоносной, но нелепой войны. Издание Axios после такого заявления Трампа опубликовало материал, в котором говорилось, что американский президент, вероятно, просчитался. Несмотря на обещание закончить войну в Украине, в последнее время Трамп, похоже, сомневается в своей способности влиять на Путина. Он признался близким, что ошибся в оценке желания Путина заключить мир,
сообщил источник с прямой информацией Axios. В Москве же заявили, Украине и России для диалога необходимо искать максимально компромиссные решения, которые подойдут обеим сторонам. При этом Киев и Москва сейчас на разных полюсах, считают в МИД РФ. Сейчас у нас нет базы, у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разные подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса. В Европе же звучит голос Каи Каллас. Глава внешнеполитической службы ЕС заявила, далее цитата, «Мы все еще не сделали достаточно, чтобы остановить имперский натиск России и защитить Украину». Конец цитаты. Каллас заявила, что ЕС не оказал должной поддержки Киеву в начале Большой войны, и это дало возможность России зайти так далеко, но время не вернуть вспять. Цитирую слова Каллас. Она также говорит, что в Европе считают, что дешевле остановить Россию в Украине, чем встречать российские танки у ворот ЕС. Никто не отправляет солдат в потенциально опасную миссию легкомысленно, это очевидно. Но некоторые государства готовы, потому что поняли, дешевле остановить Россию в Украине, чем встретить российские танки у ворот ЕС. Сегодня мы имеем ситуацию, напоминающую 1938 год. Тогда Чехословакия просила помощи против нацистской Германии, но ее не получила и пала в руки нацистов. Разница сегодня в том, что если падет Украина, то будет подорвана безопасность всей Европы. Мы должны показать, что извлекли урок из истории. Друзья, как вам эти признания сторон? Одни запутались, другие не верят в себя, третьи признают, что просчитались, кто-то считает, что дешевле остановить Россию в Украине. Поделитесь своими впечатлениями от происходящего в комментариях под этим видео. Если не сложно, прошу поставить лайк, а также подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать публикации новых видео. А я продолжаю. Ракетный удар по Верховной Раде и ликвидация народных депутатов. В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заявили, что это вполне реальный сценарий, к которому необходимо готовиться. Секретарь этого комитета Роман Костенко в эфире украинского телевидения заявил, что в Киеве обсуждают такой ракетный удар со стороны России. Он объяснил почему. Говорит, что Россия не признает Зеленского и называет его нелегитимным. При этом легитимной считает Верховную Раду. Костенко уверен, что Москва может выбрать целью Верховную Раду для того, чтобы сделать страну недееспособной и сорвать ко всему одно из голосований. Например, за продолжение военного положения и мобилизации. Предлагаю послушать. И это вопрос времени, когда они это сделают. И мы должны быть к этому готовы. Я говорил об этом в парламенте, что мы должны иметь запасные варианты, где мы можем, если что, проводить те же самые заседания. Вы же понимаете, что, например, у нас есть Верховная Рада, законодательный орган, в котором сейчас около 400 депутатов, 200 из которых мажоритарщики. Если во время заседания туда прилетит ракета, их не станет. Да, списочники подтянутся, но как такового законодательного органа уже не будет, потому что где-то 226 голосов даже не наберется, коалиции не будет. Все. Никто не сможет продлить военное положение, принять законы, объявить мобилизацию. Игра Нетаньяху. В Тель-Авиве продолжаются антиправительственные протесты. Семьи заложников Хамас вновь вышли на улицу с портретами своих родных. Протестующие призывают Нетаньяху прекратить войну в Газе и вернуть всех заложников в рамках одной общей сделки. Тот, кто действительно хочет вернуть заложников домой, не станет бомбить переговорную группу Хамас, пока не обсуждают освобождение моего сына и других заложников. Премьер-министр, я призываю вас, давайте сядем лицом к лицу, как отец с отцом, без СМИ, без пиара, без утечек, и ответьте мне всего на один вопрос. Если бы ваши дети были среди заложников, гнили бы они тоже в туннелях более 700 дней. Так почему же там наши дети? Тем временем флотилия экоактивистки Греты Тунберг снова пытается прорваться в сектор Газа. Несколько судов с гуманитарной помощью для палестинцев накануне вышли из Туниса. Флотилия намерена прорвать морскую блокаду Израиля и все-таки доплыть до берегов Газы. Напомню, в начале июня Тунберг с соратниками уже пыталась на яхте добраться до Газы, однако яхта была перехвачена. Всех пропалестинских активистов, в том числе Тунберг, доставили в Израиль и затем депортировали. То, что сейчас происходит, например, в городе Газа, не должно быть неожиданностью, потому что Израиль с самого начала ясно дал понять, что именно таковы его намерения. У него геноцидальные намерения. Они хотят захватить сектор Газа, что является тяжелым военным преступлением. И мир не услышал. Сейчас люди все больше и больше начинают просыпаться, но какой ценой?
4 миллиарда долларов потрачено на масштабные протесты и попытку госпереворота в стране. В этом уверен президент Сербии Александр Вучич. Он обвинил во всем иностранные спецслужбы. Считает, что они создали целую сеть по работе со студентами и молодежью для подрыва ценностей сербского общества. Однако какие именно страны стали заговорщиками, Вучич не уточнил и заявил, что просто так его не свергнуть. Nemam nikakav problem sa tim. Moj duh ne mogu da zaustave. Я вам sad kažem, Они не смогут сломить мой дух. Я вам говорю честно. Единственное, что они могут сделать, это убить меня. Больше ничего. Никаких других способов меня остановить у них нет. И даже если они это сделают, мой дух останется. Появится много людей, которые продолжат бороться за те же идеи. Будет много тех, кому никогда не позволят победить. Мы сами организовались и помешали им полностью захватить государство и разрушить его. Сами. Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в городе Нови Сад осенью прошлого года. Тогда навесной бетонный козырек отремонтированного ЖД вокзала упал на людей. Погибли 15 человек. Демонстранты называли причиной трагедии коррупцию, халатность, пренебрежение правилами безопасности при строительстве и кумовство в верхах сербской власти. С тех пор жители Сербии требуют не только наказать ответственных, но и отправить в отставку власти страны. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.